Ребятки, бонжорно, как говорится, приветствуем вас в Италии, и сегодня посмотрим однозначно интересное. Компания Nightjet, да, та самая, которая занимается ночными поездами в Европе, и на одном из которых мы с вами катались. Блин, нафиг, ай, я застрял, час. Так вот, они запустили новейшие ночные поезда, новые купе и новые капсулы. Никаких сидячих мест, никаких вот этих вот мискузи. Мискузи. Нормальные поезда. И более того, эти поезда мы еще не видели живьем, это ничего уверенно заявлять не будем, но эти поезда как-то подозрительно похожи на концепты РЖД. Кто у кого позаимствовал, это отдельная история, отдельно. Мы сейчас ничего, так сказать, заявлять не будем, доедем, посмотрим. Мы находимся в 30 минутах от Рима. Что мы тут делали? Вот что. Это наша территория. И вот такое. Это гостиная. Джакузи. Внезапно. Тут еще один этаж. Ядрить копать, это крыша! Наша станция, ехать 30 минут, погнали. Слушай, 10 минут до поезда. Многие вот думают, что Италия, там, озеро Гарда, вот красиво, там фиаты стоят, какие-то дома. Ну, значит, голову вот сюда поворачиваем. Вот реально как дела обстоят в 30 минутах от Колизея. Это вот площадь у станции. Вот трусы продают. Тут вот такая история. Были туалеты общественные. Что тут бутылка валяется? А вот туалет. Это нифига себе. Это нормально такое вообще? И что, наши действия? Билетный автомат не работает. Ёшки, ну тут что происходило? Смотри. Билет где покупать? Excuse, English? Where to buy tickets? Doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. No, doesn't work. Слушай, наш поезд уже поехали. Двухэтажный паровозик. Смотри, какой клевый, прям для велосипеда. Hello, can you buy tickets? The machine was broken. Yeah. Окей, right. Grazie, grazie. Причем такой подъем очень легкий. Смотри, прям вжих, 4 ступеньки и пришли. Внизу сильно почище было. Видимо, наверху ездит молодежь, та самая. Amo Melissa, tu l'hai like. Все равно пока что бесплатно едем. Лепота. Ребятушки, едем. Лениточка, смотри. Поезд Зельды, брендированный. Il treno regionale rock di Trenitalia, dedicato a The Legend of Zelda, è la cosa più bella che vedrete oggi. Региональный Nintendo. Зельда. Круто. Едем. 35 минут. Конфет хочешь? Смотри, что у меня есть. Вот оно. Карбоновый чехол. Ребятушки из Технодеус прислали нам новую пачку чехлов. Защищен по стандарту МИЛ СТД 810G. Ну, смотри, какой гибкий. Вот. Ну-ка. Сегодня с ним поедем. А по нашему промокоду скидка. Хорошая скидка. Технодеус однозначно рекомендую. Крутой чехол. Крутой. А это пока уберу. Приехали. Да, вот двери широкие, это кайф. Хоть впятером выходи, заходи. У нас до поезда 4 часа. Надо где-то оставить чемодан. Конечно, question. Luggage storage. Inside the station, inside. Where? Near the bus. Нифига себе, смотри, это на вокзале такой бар. Итальянцы, они и на вокзале, что называется, итальянцы. Клевый вокзальчик, смотри. English? Luggage storage. Luggage. English. Окей. Окей, grazie. Где-то тут. Ух ты, смотри, справа и слева, смотри. Два лагеря.
Вот, депозито багагли. Luggage storage? А, о, не, внезапно. Что-то я... Only this. Yeah. Думаешь, надежно это вообще? Что-то мне тоже не нравится. Is it official? Not official? Official. Ну, конечно. Only one. This is official. This is two. This and this two store. This luggage store. This is official. Слушай, я предлагаю... Окей, thank you. Рад. See here writing. Ну как ты тут тупо, смотри, такой огромный вокзал, красивый. А сумку некуда сдать. Так, ну вот отельчик, 4 звезды. Hello, English? You know, we are looking for a luggage storage. Okay, so is it the bounce app? No. Okay, because we are only luggage for the hotel. Yeah, we know, but Okay. maybe we can Yes, of pay. course. The closest one is downstairs, actually. Grazie, thank you. Вот оно, ура! По приложению нужно. Luggage? It's up. 13,5 евро, 13,20 за твой рюкзак и чемодан. Two, окей? Грация. 3 часа до поезда, 3,5. Прогуляемся немножко и увидимся вечером. Итак, ребятушки, продолжаем. Один день, 20 евро, это маленькая машинка, чуть побольше 25 и тут 30 евро, скутер 10. В месяц 250 евро стоит парковочка. Окей? Окей, грации. Где наш паровоз? Вокзал-то хотя бы тот? Ага, Макдак. Давай-ка глянем, что почем. Гамбургер, евро 80, глютен-фри бургер, 5,60. Что за блюдо такое интересное? Чизбургер 2,20, Биг Мак 7,40. И где где-то подождать-то посидеть? А где зал ожидания-то? Buongiorno, can I ask a question? Do you have a waiting room? No. No, I mean, like anywhere just to sit. Wow, why? All right, grazie. Окей. Пойдем в кафе, блин, посидим вон там. Ждем. 30 минут еще. 40. О! Виен-Хаут-Банхоф, 294 поезд, 17:30, 17 путь. Опаньки! Вон он, уже стоит. Вагон номер 431. Ну где логика? Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 8-вагонный поезд, 431 вагон. Где логика? Я не понимаю вообще. Ребятки, сегодня мы поедем в Вену, столицу Австрии. Нам, честно говоря, Вену вообще ни разу не надо, но именно эти вагоны ходят только в несколько городов. И Вена, по-моему, Мюнхен и еще там парочка. Они постепенно добавляют новые города. Интересно, на посадке никого нет. Вот мы просто прошли, ни досмотров, ни билетов, ничего. Зашли вот оттуда, вот, с улицы, на вокзал, прошли вокзал, пришли сюда, вот стоит поезд, заходи, ложись. Ни на одном этапе от момента там вышел из метро или вышел из такси до момента поезда никто ничего не проверяет. Ребятушки, готовы? Возможно, это лучший спальный поезд в мире прямо сейчас. По отзывам. Заходим. Итак, 5:20. Почему 5:25? 5:30 же было. Нифига себе, мы хорошо, мы пораньше пришли. Ладно. Прибытие 9:04. Ага, вот и кухня. Угу, питание включено. Видимо, будет красиво, потому что эти тарелочки подготовлены. Проходы довольно узкие. Места маловато. Зато, смотри, максимум места отдано купе. Блин, у нас что, у туалета? Ну, как обычно. У нас места, как говорится, вот рядом с... Смотри, а ты видел, что здесь? Блин, вот это хоромы! Вот это, блин, нормальное купе! Ёшкин пульт, правда. Офигеть! Это так, потеплее надо сделать. Мы зашли, места много. Насчет того, подселяют ли к вам человека, не в курсе, не знаю. Я выбрал 2 человека, дорогое купе. И нам, соответственно, дали
на двоих вот это вот купе. То есть если взять одно под серию второго, не в курсе, не знаю, правда, надо смотреть, надо экспериментировать. Итак, мы зашли, дверь не сдвижная, дверь открывается. Abend. This after gebucht. English? There is your room here. Yes, 11 and 12, of course. Alright, thank you. Thank you. Вот другое дело, если поездка начинается со стаканов, сразу стаканы принесли. Граненые практически. Я думаю, что это хороший знак. Чемодан можно прекрасно тут положить и открыть. Если нужно что-то достать, не нужно там пачкать вот эти все места. Можно аккуратно открыть его прямо здесь, потом, значит, закрыть и убрать. Так, это что такое? Тут есть какая-то фигня вот такая. Это лестница для экстренного покидания метра высоты. Нет, это все важно, нужно, но просто на такое место занимает. Ладно, пофиг. Так, это какая-то у нас сеточка. А, ёшкин батон, вот это вообще молодцы, респект. Сетка для ребенка. Если ребенок едет внизу, чтобы он не вывалился, сетка уже есть по умолчанию. Достается, вот оно сюда вот. Вот, не на Озоне, при всем моем уважении к Озону, покупать эти все сеточки специальные для купейные. А так жамк. А, жамк, да, это еще надо постараться, жамк. Так, так, вот это пас сюда, это сюда. Наоборот, попробуем наоборот. Что это такое? Что? Ага. Окей. Вот, мы берем твой рюкзак, кладем сюда, и можно, видишь, держи. О, прям идеально. Блин, вот это прикольно. Пинг. Раз. Вещи-то куда? Смотри. Два. Блин. Это же надо было вот 10 лет пройти должно было, чтобы они придумали, как сделать хорошо. Пакет какой-то дали. Тапки, вода, маска для сна, полотенце. Еще одно банное полотенце. Орешки, что ли, что это? Это какие-то маленькие орешки. Конфетки. Тутти-фрутти. Есть у нас беруши, есть ручка. А, ручка нужна, чтобы отмечать, что вы хотите на ужин и на завтрак. У нас включено питание. На выбор сегодня. Юшкин, сколько тут всего? Йогурт, салями, сыр, ветчина, куриная грудка, мед, мармелад, масло. Можно выбрать 6 компонентов. Не кисло. Слушай, гениально. И можно сесть сюда и вытянуть ноги сюда. Сейчас, извини, я не трогаю, там не трогаю. Вот так вот ехать, кайфовать, смотреть в окно. Мусорка есть. Видишь, помещается. Что-то мне это напоминает, оформление. Где-то я это уже видел. А вы одна, что ли, едете? Вот вам повезло. Повезло. Ладно, не прощаемся. Но этот поезд ходит дольше и раньше появился. Ну ладно, эту тему мы затрагивать не будем сегодня. Банные полотенца есть. Матрас вроде неплохой. Еще протестирую. Ну, по длине должно быть ок, уютно. Вот такая лестница. Лестница занимает довольно дофига места, на первый взгляд. С другой стороны, она вот как-то есть и как-то пофигу. Она вот вообще никак не мешает. Раз, два. И вот дальше есть нюансик, взяться не за что, ручки не хватает. Зато ядрить копать. Да ладно. Смотрите, что там есть, какой интерфейс. И не работает. И не отклоняется никак. Ну-ка, если чехол снять. Ну-ка. Блин, там беспроводная зарядка в стену встроенная, прикинь. Работает. Также есть USB розетка. Дальше, раздеться же нужно. Нормальный, блин, шкаф. Ну что, там вообще дофига туннель целый вверх уходит, зачем так много сделано? Вешается. Также есть вот такой вот. Можно просто повесить. Да ладно, диммер есть. Ну нафига вот это пищение в ночи, да? Там кто-то лег спать, и ты хочешь поменьше сделать. И... Простите. Шторка. Сеточка. И blackout. Ёшки. Ну как там? О-о-о. Ну, красота. Новенькое, все пахнет хорошо. Душевая кабинка, туалет. Ну-ка. Слушай, тихо. Очень тихо. Ах, ну вот оно. Я думал, будет или не будет? Будет. Ну, значит, такое... Ну, все ли ты уже там? Спасибо. На Луну отправляют, видимо. Ладно. И вот раковина-то не очень удобная. Вот я закрываю. Вот я тут встаю. И как мне вот это сделать? Вот
Не знаю, руки мыть ок, руки отлично. Так, все, можно открыть. Руки норм умыть, а вот лицо как-то сполоснуть, то есть вот так нужно подлезть как-то и, ну, конечно, все зальется. Вот тоже. Ну, ёшки, что-то прорезинить нельзя, что ли? Очень громко. Там просто тоже люди спят с той стороны. Ну, как не хотелось бы там будить. Давай по вагону пройдемся. Погоди, это по-другому уже. Тут круче. Тут ехать круче, смотреть в окно. А тут душа нет. Да, тут только туалет. Тут тоже классно сделано. Смотри, какой закуточек приятный. Так круто. Но окна сверху нет. Вот, моментик. Видите? Вот это прям евро на 100, по-моему, дешевле было. Тоже стол поднимается, тоже можно сидеть. Еще раз, это такое расположение, а это у нас вот такое. Ну, сверху тоже окна, кстати, нет, обратите внимание, да. Тут такое же, то же самое. Тут уже закрыто. И тут такое же. Блин, у нас единственное такое купе крутое. А тут у нас локомотив уже. Отправление через 4 минуты. Пойдем в купе. Herzlich willkommen im Nightjet nach Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1. Маршрутик тоже мое почтение. In Kürze. Каждая остановочка и Ференция, Болонья, Вилла, Клагенфорд. 55 секунд и прогуляемся по составу. А, так что, какой? Я в капсуле же поеду. Я тоже, может, хочу. Не, нифига, ты тут поедешь. Ну, посмотрим. Ладно, тут кормежка включена, в капсуле нет. Я в капсуле Ты хочу поехать. покушаешь здесь и пойдешь туда. Ладно, ребятушки, все, увидимся. Можем. К нам приехал новый Honor Magic Book Pro 14. Диагональ 14,6 дюйма, ноутбук компактный, его можно убрать в любой рюкзак. Вещь. Топовая начинка, флагманский Intel Core Ultra 9. Можно работать с графикой, монтировать и, ну, сами понимаете. Третье. Автономность. Очень мощная батарея. 92 Вт-час. До 12 часов на одном заряде аккумулятора. Доступные цвета: ледяной белый, это он, а также космический серый. Информация о стоимости уже по ссылке в описании. Рекомендую. Продолжаем. Блин, классная клавиатура. Неплохо. Вот принесли бесплатно. Это, ребятки, не рекомендуем, конечно, но принесли бесплатно. Ребят, поехали. 15 часов 26 минут пути. Тронулись вовремя и очень мягко. Это явно начальник поезда идет. Убери-ка, убери. Еле помещается в проход. Такой широкий. Едем. Are you ready with breakfast card? So only breakfast, right? Yeah. Okay, here we go. 6 pieces menu. Here we go. Okay. Nice. Yeah, it's okay. So in the night, please close the door with this. Okay. Okay. Okay, okay. And do you have a card for the door for outside? All right. Такой там засов. Шумновато. Там не было туалета вначале. Значит, туалеты только... Да быть не может. No toilet, right? No, only in the compartment. All right. Это тоже купе. Вроде такое же по виду. Вот тут уже тусня начинается. Во, купе, смотри. Блин, классное купе. Посмотри. Так клево сделано. Это очень круто. Очень классное купе. Столик есть. Можно сидеть, общаться. Розетки есть, зарядка есть. Наверху вот такой столик. И места хватает. А подожди, а лестница? Как подниматься наверх? Вот, момент. Лестница вот здесь. Лестница снимается. Ой, нет, это фигня вообще. Это не нужно. Должна быть дверь сдвижная. И тут 2 ступеньки. И все, никакая лестница не понадобится. Но у нас, внимание, юнит 41 и 42. Идем. Ну. Вот оно. Потому что там РЖД. Делали, вот оно есть. И смотри, и столик тот же, и там проход тот же, вот между. Сели раз сюда, тут опереться даже можно. Блин, это ж классно придумали. Но опять же, скрипит, это макет. Все подровняют, все будет закрываться, открываться так, как надо. Понятно. Ладно. Так, 40. Это не наше. Это наше, нижний.
Попробуем. Офигеть. И теперь я видим ту самую дверь, над которой все хохотали в купе РЖД. И вдруг она вот здесь. Есть вариант без двери, а есть вариант с дверью. И вот она, пожалуйста, закрывается, открывается. Я специально такую выбирал, галочку поставил. Хотите смежное купе, смежные капсулы. И вот у нас смежная капсула. Окошко. Сеточка вот так вот от солнца. Блин, гениально. И вот такая вот штуковина. О, такая уже она какая-то повидавшая виды. А что это такое? А туалет занят или свободен? Гениально, блин. Не надо никуда выходить. Вот тебе, пожалуйста, уже все написано вот про туалет. Крючок для одежды. И столик есть. Вот такой. Ну, можно сесть. Ой, офигеть. Это очень круто. Раз. Два. Ой, я есть аккуратно. Длина. Вот прям вообще впритык. Вот прям впритык-впритык. О, какая шумная штука. Смотри. Очень шумная. Что с хранением вещей? Подожди, давай-ка посмотрим. Это все, что есть для вещей? Да ладно. И вон там еще внизу есть для обуви, смотри. А, вот. Разблокировано. И единый замок на все. И на капсулу, и вот сюда вот. Ну, смотри, местечко-то немного. Прикинь, еще я с чемоданом. Ну и что тут, куда тут убирать? Вот у девушки чемодан. И что она будет делать? И более того, чемодан тут положить негде. То есть негде его открыть удобно, чтобы с ним что-то сделать. С багажом самая проблема. Это как шумно, это очень шумно. Это начинает бабахать очень громко. Мой отсек для обуви вот тут вот, блин. Так. И вот там вот. И что сюда положить? Балетки какие-то. Один кроссовок поместится максимум. Пойдем. А чемодан куда убрали? Просто умывальник, просто умыться зайти. И также туалетик. Ага, вот попробуй умойся в такой раковине. Вот попробуй хоть что-нибудь с ней сделай. Смотри, что, как ей пользоваться, как. Один человек умылся, это вот весь рулон туалетной бумаги уйдет, чтобы протереть все, что он тут оставит после себя. Ну вот, видишь, вот о чем я говорю. А тут закрыто все, смотри, тут вообще никого нет. И людей напихали максимально плотно друг к другу, чтобы проводнику было удобно обслужить всех в одном месте. Но вот я бы с удовольствием поехал здесь один в тишине. Выбрал бы сам. Я бы открыл карту, увидел, что это занято. И выбрал бы вот то или другой вагон. Но я так не могу сделать. Вот смотри, пустой вагон. Понятно, что им так удобнее. Но мне кажется, все-таки должно быть людям удобнее. Я бы с удовольствием ехал тут лучше. Даже без еды и без обслуживания, зато, блин, в тишине. И рядом бы никто не шмякал этой дверью. О, сидячие внезапно. Велики даже, электрические. И сидячий вагон. Наконец-то, блин, нормальный сидячий вагон. Это сидячее место. Столик. Это что такое? Для планшета или телефона. Так, зарядочка есть. Работает. Самое важное. Нормально. То есть 2-3 часа проехать, даже 3-4 часа. Ок. Это однозначно лучше, чем то, что было до этого. Вот это купе 3 друг напротив друга. Это вообще бред какой-то. У них, конечно, есть красивые картинки, как это должно быть. Но на самом деле получается вот так. Подожди, а что такое? Это замок для багажа. Для сумки идти, интересно. Есть замок? Вон, вводишь код и цепляешь. Опа, нифига. И вот сюда цепляется и на код. Бесплатно. Правда, раз, два, три, 4 сумки всего. Ну, что и требовалось доказать. Вот решается как вопросы большими чемоданами. Смотри, грязные чемоданы и еще там какие-то вещи просто запихали. Это белое, красивое, все такое, да, модное. И прям туда зафигачились. А как? А еще куда? Больше некуда. Там есть вот это багажное отделение. Но представляешь, ты едешь вот там, и твой чемодан унесли туда. А там 4 замка. Ну и куда их? 20-30 таких поездок. И эта капсула, вот такая вот будет. Вот, смотри. Вот такая вот, видишь? Вот. Или вот уже такое. It doesn't fit, right? We have the same. It doesn't fit two Two shoes. or two shoes. I have mine here. Like this, yeah. Because the same, I have like big shoes. And then big doesn't. shoes, no. Where did you put your suitcase? Because mine Here? doesn't fit. It's fine. It fits? Yeah. Oh, wow. Show it.
Oh, nice, nice. And my shoes fit like this. All right, thank you. You too. О, как тепло стало. Прям стало комфортное тепло. До этого прям дуло, было холодно. Но я настроен поспать в капсуле. Тем не менее. Хотя тут, конечно, поприятнее, покомфортнее, спору нет. Но я настроен. Итак, ребятки, сорян за подробности, но вот я сходил в душ. Вот смотрите. Умывался очень аккуратно. Вот прям старался как мог. Дай сюда, пожалуйста, еще. Вода начала уже уходить более-менее. Но ситуация вот такая. Тут озеро, которое из-за того, что поезд наклоняется туда-сюда, переливается туда-сюда, вот туда-сюда. Очень тесно здесь. И развернуться нормально, вот это прям огромная проблема. Умылся, пойду в капсулу, у нас такая логистика. Посмотрим, что там. Давай. Ночью придут сюда, видимо, потому что, видите, готово. Одеялко. Одеялко нужно заправлять самому. Это мы закроем, потому что это тоже наше, но нам это не нужно. И хороший чехол. Смотрите, надежный Технодеус. Красавцы. Лезем сюда. Тапочки. Поезд наклонился в эту сторону, теперь она сама закрывается. Ребятки, вот мы в капсуле. И вот так. Пинк. Надо одеяло заправить. Здесь это делать нереально. Надо вот туда выходить. Но для интровертов круто. Прохладно. Розетка есть. Окно есть. Сейчас ничего не видно, конечно, ночь. Управление светом. Вентиляция. Фонарики. Ладно. Буду устраиваться. Еще увидимся. Едет очень мягко, очень тихо. Шумоизоляция не идеальная. Я слышу, как человек сверху смотрит видосики, но идет очень мягко. Вот сейчас скорость у нас сколько? Ого, 110. И вот, послушайте, я шепотом говорю. 110 скорость, мягко, тихо, плавно. Во. Надо заправлять. Ну, у нас есть опция сходить за одеялом, за готовым. И за более клевой подушкой, мне кажется, там подушка получше. И надо зафиксировать вот здесь. Дай-ка одеялко заберу. Там надо заправлять, мне лень это делать. И подушку тоже захвачу. Подушку получше, там подрещавее. Ладно, я пошел. Сейчас надо по-тихому пробежать. Ну, пока никто не видит, тихонечко пойдем. Пять минут возни, и у нас вот такое. Смотрите. Вот такой вот коробочки. Короче, если у вас клаустрофобия, то вариант не для вас. Если у вас два места выкуплены, вы там с другом едете, и он не храпит, ну да, с той стороны, видимо, замок закрыт, закрыто стояло, я нажал открыть. Теперь надо к проводнице идти, просить, чтобы открыли. Thank you. Yeah, bye-bye. Наш друг из Ирака открыл нам замок. Да, вот там замок. Вот раз, и вот еще один. А, блин, звук, сорян, звук. Когда поезд поворачивает вот туда, в ту сторону, в 2 раза сильнее нужно усилие, чтобы закрыть дверь. Вот девушке будет проблемно. Прям проблемно, прям очень тугая, тяжелая такая. Le porte del treno si apriranno sul lato destro. Обещали же тишину. А, с 9, времени еще 8:05. Это прям динамик крутым духом. Самое крутое — это вентиляция. Маленькие такие прорези. И
так деликатно дует, еле такой приятный легкий поток прохладного свежего воздуха. Во, очень круто. То есть вот до сюда уже струя как бы так не доходит прямая, а свежесть ощущается. Круто. Ференце. Пока что Италия. Ребятушки, красота, гляньте. Австрия. Спалось хорошо, но два момента. В ночи включился свет по всему вагону. Включилась вся иллюминация во всех капсулах в 3 ночи. Я уж не стал снимать. И народ такую возню устроил. Прям в ночи кто-то храпел за стенкой. Слышно, кстати, храп. Второй момент. Холодно, прям дубак. Мне хорошо, я притащил одеяло вот это вот толстое из СВ, потому что вот под этим спать, вот под этой штучкой. Так, ехать 1,5 часа осталось, ребятушки. А у нас через 20 минут завтрак. Там будем вставать. Так вот, по деньгам и по формату путешествий эта капсула — это аналог сидячих мест, как было раньше в Найтджете. Но разница по сравнению с тем, что было и что стало, тотальная, конечно. Люди там корячились, как попало, молодежь. А сейчас могут нормально ехать лежа. А еще вот что. Wi-Fi бесплатный всю дорогу. Никаких вот этих номеров телефонов. Просто подключить Wi-Fi. Готово. Ок. Все работает. Все превьюшечки, скриншотики. Красота. Да, забытый кайф. Ну, более-менее чисто, более-менее. А вот тут не моргает. Свет, видите, перестало моргать. Ну, никак не подстроится. Сорян, еще раз за моргание вот это вот, но ну никак. Вот тут не моргает, там моргает, потом дальше снова не моргает. Че, как спалось? Холодно. Холодно было, да. Жарко. И еще, знаешь, какая тут проблема? Вот эта дверца. Так. Болтается? Да. В эту сторону и в эту сторону. То есть вот так прям в ночи и стукалось? Morgen. Wow. Do you like some breakfast now? Yeah, in 10 minutes. Thank you. Ё-моё. Вот люди же, блин, живут вон там. Кайфуют каждый день. Выходят и видят вот такое. И пятерочка у них тут наверняка какая-нибудь. Смотри, как у чувака дом. Вон. Уже завтрак принесли. Буквально минута прошла, не успел даже умыться. Короче, что принесли поесть? Ну, скромненько. В европейских поездах завтрак такой прям очень скромненький. Основная составляющая завтрака — это огромные булки. 2 вида ветчины. А что-то мало, я же заказывал 6. Тут 1, 2, 3, 4. Ага, 5, 6. Пойду зуб почищу. Блин, как красиво. Меня обманули. Первое объявление. С 9 вечера. С 9 до 8 утра ни одного не было объявления. Молодцы. Минутка в минутку. Молодцы. Окей, go. Самое интересное, сколько нам обошлось все это удовольствие. Я открыл цены на через 2 недели. Да и, честно говоря, впритык там тоже разница прям не сильно большая. Сидячие места. Вот тут важный момент. Есть гибкий тариф, есть полугибкий, а есть неотменяемый. Неотменяемый 44 евро,
полугибкие, там возвращают 50%, 54 евро и гибкие 89. Если хотите возможность отмены билетов, в 2 раза дороже билет. Дальше у нас капсула, в которой мы ехали. Рим, Вена. Билет стоит 54 евро. Но гибкий тариф, прикинь, стоит 154 евро. Разница в 3 раза. Дальше у нас идет купе, вот который мы видели, 134 евро. Но это на одного, видимо. А целиком 354 евро. Купе. Гибкий тариф 564 евро. Дальше идет вот эта вот купешечка, которая с туалетом, но без душа, Sleeper Cabin. Стоит 224 евро с каждого. За двоих целиком 449 евро. Наше купе с туалетом и душем стоило 289 евро с человека и за двоих 579 евро. Гибкий тариф 664 евро. Дороговато, конечно, прилично. Но вот капсула за 5000 рублей с неотменяемым тарифом. Интересный вариант. Ребятушки, европейский ночной поезд 2025 года. Ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.